Компании Токио Денрёку удалось остановить утечку радиоактивной воды в море. Токио Денрёку вводит газообразный азот в реактор номер 1. Японские рыбаки потребовали от компании Токио Денрёку выплаты компенсации. Деревня Иитате эвакуирует беременных женщин и маленьких детей. Французский НИИ считает, что радиация может нанести урон морским ресурсам. А сейчас подробнее об этом. Электроэнергетическая компания Токио Денрёку заявила, что ей удалось остановить утечку радиоактивной воды в море из бетонного колодца реактора номер 2, пострадавшей АЭС Фукусима-Дайичи. Во вторник рабочие пробурили отверстия для того, чтобы достичь гравийного слоя ниже колодца, и залили в них отвердитель, жидкое стекло, с тем, чтобы остановить утечку высокорадиоактивной воды в море. Компания Токио Денрёку заявила, что в среду утром она убедилась в том, что утечку удалось остановить, и с тех пор не меняется уровень воды в колодце и в близлежащем турбинном помещении. Рабочие проверяют, не может ли быть еще трещин, из которых происходила бы утечка воды. Компания Токио Денрёку продолжает распылять синтетическую смолу на территории АЭС с тем, чтобы предотвратить разлетание радиоактивной пыли. В результате серии взрывов в зданиях реакторов с номера 1 по номер 3 по всему комплексу разлетелись осколки и пыль с радиоактивными материалами. Компания-оператор аварийной АЭС Фукусима-Дайичи вводит газообразный азот в герметичную оболочку реактора номер 1, стремясь предотвратить возможный взрыв водорода. Компания Токио Денрёку указывает на возможность того, что водород и кислород, генерируемые поврежденным топливом и водой под воздействием радиации, аккумулировались в герметичной оболочке реактора. Высокая концентрация водорода может вызвать взрыв в результате реакции с кислородом. Произошедшие в прошлом месяце взрывы водорода на реакторах номер 1 и номер 3 разрушили здания реакторов, приведя к утечкам радиоактивного пара с АЭС. Токио Денрёку планирует ввести в общей сложности 6000 кубических метров газообразного азота в течение 6 дней. Японские рыбаки требуют выплаты компенсации электроэнергетической компании Токио Денрёку за ущерб рыбным ресурсам в результате сброса этой компании радиоактивной воды в море. Глава Национальной федерации рыболовецких кооперативов Икухиро Хаттори выдвинул это требование на встрече с председателем компании Цунэхиса Кацумата в среду в Токио. Хаттори пожаловался, что компания Токио Денрёку не посоветовалась с рыбаками перед принятием решения о сбросе зараженной воды в море с пострадавшей АЭС Фукусима-Дайичи. Он потребовал, чтобы компания предприняла все усилия для остановки утечки зараженной воды и взяла на себя ответственность вместе с правительством по выплате компенсации рыбакам за понесенные потери. Кацумата принес извинения рыбакам за трудности, причиненные компанией Токио Денрёку. Беременные женщины и маленькие дети из деревни Иитате префектуры Фукусима, расположенной примерно в 40 километрах от аварийной АЭС Фукусима-Дайичи, будут временно эвакуированы, если они пожелают сделать это. Это решение было принято в среду властями префектуры и деревни в связи с тем, что среди жителей растет беспокойство по поводу высоких уровней радиации, зафиксированных в деревне. Деревня Иитате расположена за пределами эвакуационной зоны вокруг поврежденной АЭС. Однако 15 марта уровень радиации в деревне во время всплеска был около 45 микрозивертов в час. Это намного выше, чем в большинстве других районов, расположенных на удалении более 30 километров от атомной электростанции. Деревенские власти сообщают, что они организуют эвакуацию в город Фукусима на период примерно в 2 месяца. Подать заявки на эвакуацию могут беременные женщины, а также дети в возрасте до 3 лет в сопровождении одного родителя. Французский НИИ по вопросам ядерной безопасности призывает к долгосрочному наблюдению за Тихим океаном у северо-восточной части Японии после утечки радиации с АЭС Фукусима-Дайичи. НИИ радиологической защиты и ядерной безопасности проанализировал влияние на море в результате недавней утечки воды с высоким уровнем радиации из реактора номер 2.
Компьютерный анализ основывался на общедоступных данных. Этот анализ свидетельствует о том, что по состоянию на понедельник вода, зараженная радиоактивными веществами, распространилась до районов вблизи побережья префектур Фукусима и Мияги. Этот анализ также показал, что переносимые по воздуху радиоактивные вещества смешались с морской водой. НИИ прогнозирует, что зараженная вода может распространяться по Тихому океану в течение 3 месяцев японским течением. Французский НИИ заявил, что некоторые радиоактивные вещества могут оказаться разбавленными морской водой, а другие с высокой долей вероятности могут осесть на морское дно. Во многих районах Японии в среду, 6 апреля, в школах начался новый учебный год. Но в 3 префектурах страны – Мияги, Ивате и Фукусима, пострадавших в прошлом месяце от мощного землетрясения и цунами, примерно у 300 начальных и неполных средних школ нет никаких перспектив возобновить занятия. Комментатор NHK Нобуо Хаякава поделился своим мнением о ситуации с открытием этих школ. В 3 префектурах в целом каждая из 6-7 школ не может возобновить занятия. С помощью местных отделов образования NHK провела опрос и выяснила, что главная причина этого заключается в том, что школы используются сейчас в качестве временных убежищ для пострадавших. Еще одной общей причиной является то, что школьные здания были смыты цунами или же разрушены. Их невозможно использовать. Некоторые школы пытаются возобновить занятия, используя школьные здания по соседству, которые уцелели во время стихийного бедствия. При этом они хотят проводить совместные занятия с другими школами или организовать занятия в 2 смены в одном и том же здании для 2 школ. Но что же необходимо сделать, прежде чем возобновить занятия? Учителя, пережившие большое землетрясение Хансин 1995 года, указывают на то, что для возобновления работы школ необходимо снять с учителей нагрузку, которую они несут во временных убежищах. По их словам, такую работу надо постепенно передавать от учителей муниципальным организациям, чтобы учителя могли посвятить себя более тесному общению с детьми. Дети, контактируя со своими учителями, смогут обрести чувство безопасности. По словам учителей, после землетрясения Хансин вновь зазвучавшие радостные голоса детей принесли надежду на восстановление разрушенного района. Мы надеемся, что такой день близок и в разрушенных районах в Восточной Японии. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World. А теперь, дорогие друзья, короткое объявление. С 27 марта изменились волны и частота вещания на русском языке. Мы ведем свою 30-минутную трансляцию на русском языке с 3 часов 30 минут по всемирному времени в направлении Европы на средних волнах на частоте 1386 кГц. С 4 часов 30 минут по всемирному